Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. Наоя признается в любви своей давней возлюбленной Саки, которая принимает его чувства и становится его девушкой. Когда Саки идет на занятия в клуб, Наоя говорит ей, что будет ее ждать. Она шутит, что он не должен ей изменять, но он воспринимает ее серьезно и крепко обнимает, обещая любить ее еще больше, чтобы она не волновалась. Саки называет его странным из-за того, что он не понял шутки. Наоя объясняет, что он делал ей предложение каждый месяц с тех пор, как они были маленькими. И ему всегда отказывали, поэтому теперь, когда она приняла его чувства, он будет воспринимать ее по-другому. Наоя сидит на крыше школы и думает о том, как ему повезло, что в его жизни есть Саки, когда приходит другая девушка по имени Нагиса и признается ему в своих чувствах. Опа. Она спрашивает его, как она выглядит, и когда он говорит, что она выглядит мило, она очень рада. Она рассказывает, что много работала, чтобы привести свое тело в форму и обрести больше уверенности. Она также дает ему приготовленную ей еду, полагая, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Наоя тронут едой и начинает плакать, потому что она вкусная, и говорит ей, что не следовало так усердно работать для него. Она говорит, что ей было весело это делать. Затем Наоя разбивает ей сердце, рассказывая, что у него уже есть девушка, которую он любит. Поэтому он не может встречаться с ней. Нагиса ожидала, что он скажет нет, но говорит ему, что она не собирается легко сдаваться. Когда она собирается уйти, Наоя останавливает ее и говорит, что он очень любит Саки, но не может разбить сердце Нагисы. Он предлагает встречаться с ними двумя. Нагиса соглашается, но сначала им нужно разрешение Саки. После того, как клубная деятельность Саки заканчивается, они подходят к ней. Наоя говорит, что ему нужно поговорить с ней о Нагисе, но Саки потрясена тем, насколько милая Нагиса, и предлагает им провести время вместе. Проведя день вместе, Наоя говорит Саки, что хочет встречаться с ней и с Нагисой. Он объясняет, что не хотел встречаться с ними тайно, поскольку это было бы несправедливо по отношению к ним. Саки начинает бить его, спрашивая Нагису, почему она не против, чтобы он встречался с двумя девушками. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Нагиса говорит, что он знала, что Наоя никогда не расстанется с Саки, поэтому если это то, что ей нужно сделать, чтобы быть в его жизни, это ее устраивает. Наоя предлагает им троим жить вместе, чтобы сформировать хорошие отношения. Прежде чем Саки успевает сказать нет, Нагиса соглашается. Все они идут в его дом, так как он живет один. Саки понимает, что она была бы не против так жить, потому что ей не нужно никакой работы. Наслаждаясь ванной, к ней присоединяется Нагиса и говорит Саки, что ей следует переспать с ним, так как она не хочет вставать между ними. Саки говорит ей, что они еще не спали вместе. Нагиса предлагает им хотя бы свободно целоваться и не чувствовать себя странно из-за того, что она рядом. Но Саки говорит, что они даже не целовались. После того, как они выходят из ванны, Саки спрашивает Наою, как далеко он хочет зайти с Нагисой. Он говорит, что хочет, чтобы у них было втроем, от чего все краснеют. Саки говорит ему, что хотя Нагиса и очень красивая, это все неприемлемо. Наоя соглашается, говорит, что не будет заставлять Саки что-либо делать. Саки спрашивает, означает ли это, что он тоже не будет спать с ней, и он отвечает, что нет, потому что это будет похоже на измену Нагисе. Он извиняется перед Саки, видя ее разочарованное лицо, и говорит, что она, должно быть, интересуется этим самым, от чего Саки кричит от смущения. Саки думает о том, как трудно жить при таком раскладе, потому что ее соперница очень красивая, и у нее великолепное тело. Она боится потерять Наою, если его соблазнит Нагиса. Она надеется, что Нагиса испугается предложения Наои о том самом, но Нагиса говорит, что готова сделать это, если это сделает Наою счастливым. Они идут в спальню и с удивлением видят, что Наоя поставил для них 3 футона в ряд. Он думал, что они смогут поговорить в постели и улучшить свои отношения, но Саки опасается, что он попробует что-нибудь с Нагисой. Наоя уверяет их, что ничего не сделает, но Саки говорит, что не может ему поверить, потому что если бы она была на его месте, она бы что-нибудь попробовала. Они все ложатся и пытаются заснуть, но Саки пытается не спать, чтобы Наоя ничего не сделал. Наоя благодарит Саки за то, что она терпит его эгоизм, но она не отвечает, заставляя их думать, что она спит. Нагиса спрашивает Наою, может ли она быть с ним поближе, и он позволяет ей это сделать, думая, что ей некомфортно в этой новой обстановке. Он держит ее за руки и говорит, что хочет узнать о ней побольше. Услышав их разговор, Саки думает, что они занимаются тем самым, и прерывает их, но смущается, видя, что они только держатся за руки.
Саки также говорит, что хочет спать с ним на том же футоне, что и Наоя, из-за чего он думает, что Саки чувствует себя очень одинокой. Пока они спят, Нагиса рано просыпается, чтобы приготовить всем завтрак. Она думает о том, что некоторые вещи в этих отношениях очень странные, но рада, что ей удалось жить с ним. Она знает, что это не будет длиться вечно, и когда это произойдет, ей придется уйти, поскольку она не верит, что Наоя расстанется с Саки. Она хочет полностью использовать время, проведенное с ними, чтобы стать незаменимой. Она видит мобильные телефоны Наои и Саки и решает посмотреть их, надеясь найти некоторую информацию, которую она сможет использовать. Она открывает телефон Саки и просматривает историю поиска, но находит только запросы, связанные с первым тем самым. Наоя просыпается и понимает, что она хотела узнать о них побольше. Когда Саки просыпается, Наоя берет на себя вину за Нагису и говорит, что просматривал ее телефон. Что смущает Саки, поскольку она знает, что искала. Нагиса извиняется перед ним, но он говорит, что она многим пожертвовала ради него, поэтому это меньшее, что он может для нее сделать. Все трое завтракают, когда Нагиса рассказывает, что она учится в их классе, но не ходит в школу, потому что посещала уроки кулинарии, чтобы произвести впечатление на него. Саки и Наоя шокированы, услышав это, и Наоя начинает преподавать ей школьную программу, поскольку она сильно отстает. Он начинает с обдумывания вопросов, но понятия не имеет, как их решить, и внезапно бросается в ванную. Она использует свой мобильный телефон, чтобы найти ответы на вопросы, потому что не хочет, чтобы Наоя подумал, что она глупая. Через некоторое время она возвращается, но все еще не может правильно решить вопрос, что ее смущает, и она бросается обратно в ванную. Когда они идут в школу, Саки говорит им, что не следует никому рассказывать о своей ситуации, поскольку это повлияет на их репутацию. В классе Нагиса сидит одна, и все сплетничают о том, кто она такая. Наоя сочувствует ей и представляется ей так, как будто они встречаются впервые. Видя одинокое выражение ее лица, он чувствует себя очень плохо и собирается рассказать всем их секрет. Но Саки останавливает его и ведет на крышу. Пока они спорят, Нагиса останавливает их и говорит, что она ожидала, что это произойдет, поэтому ее это не беспокоит, и она просто счастлива, что ей удалось пожить с Наоей. Видя, насколько самоотвержена Нагиса, Саки и Наоя начинают плакать, и Саки говорит, что им следует тайно тусоваться в школе. Они пытаются найти место, где их никто не сможет увидеть, поэтому Нагиса говорит им, что знает секретное место. Поскольку в средней школе она была почти одна. Она отводит их в ванную, в которой никто не пользуется, но Саки не может заставить себя там поесть, потому что там воняет. Затем Нагиса отводит их в заднюю часть, думая, что так будет лучше, но запах тот же. Они говорят ей отвезти их куда-нибудь, где нет запаха. Нагиса приводит их в туалет в здании клуба, так как они очень чистые, но Саки все еще не может там есть, поскольку это все еще туалет. Наоя предлагает пойти в складское помещение спортзала, но Нагиса говорит, что туда могут прийти люди, поэтому в туалете лучше. Они советуют ей перестать сравнивать места, которые они предлагают с туалетами. Они идут к складу спортзала, но обнаруживают, что он заперт. Наоя ударяет его, повредив руку. Саки находит открытое окно, и им удается проникнуть внутрь, где они мирно наслаждаются обедом. Нагиса спрашивает Наою, хочет ли он, чтобы она сделала что-нибудь еще, и даже предлагает выполнить любую работу, если ему нужны деньги, заставляя Саки думать о грязных вещах. Саки говорит, что Нагиса должно быть действительно любит его, если она готова сделать для него так много, но Нагиса говорит, что Саки тоже делает для Наои всевозможные вещи. Саки пытается вспомнить все, что она для него сделала, но понимает, что все, что она делает, это заставляет их двоих делать всю ее работу, пока она наслаждается жизнью. Она боится, что может потерять Наою из-за Нагисы, если продолжит вести себя таким образом, и решает сделать для него все, что в ее силах. Позже дома она спрашивает Наою, что он от нее хочет, но вместо этого он говорит, нужно ли ей что-нибудь, и предлагает купить для нее торт, на что она соглашается. Когда она ест торт, она понимает, что заставляет их снова делать работу, поэтому идет в магазин за ингредиентами, потому что хочет готовить. Однако в конечном итоге она просто покупает жевательные конфеты. Теперь она решает приготовить карри, но забывает об этом, поставив его на плиту, и в конечном итоге он подгорает. Ночью, сидя в своей комнате, она решает, что единственное, что она может сделать для Наои, это заняться с ним тем самым. Она идет в его комнату полуобнаженная и кладет его руку себе на грудь, но он отклоняет ее предложение, так как они договорились не делать ничего подобного. Саки думает, что Наоя отказался, потому что у нее маленькая грудь, и что он предпочитает большую грудь Нагисы. Она выбегает из дома, оставив записку, в которой говорится, что идет к себе домой, который находится прямо по соседству. Нагиса просыпается, и Наоя сообщает ей, что Саки вернулась к себе домой, что заставляет Нагису краснеть, когда она думает о том, что она сейчас одна с ним.
Однако она контролирует свои эмоции и предлагает ему помощь, но он говорит, что ему придется помириться с Саки самостоятельно. И он не уснет, пока не сделает это. На следующее утро он зовет Саки со своего балкона, и когда она появляется, передает ей большое любовное письмо, которое написал для нее. Ей это не интересно, поэтому он начинает читать вслух. В течение следующих нескольких дней он пытается заставить ее простить его, делая все возможное, но она этого не делает. Нагиса говорит ему сделать перерыв, поскольку он не спал 3 дня, и говорит, что она сделает его счастливым, даже если Саки не будет в его жизни. Но он говорит, что не может отказаться ни от одной из них. Нагиса решает помочь ему и заставляет прикоснуться к ее груди, что заставляет Саки перепрыгнуть с балкона, поскольку план Нагисы заключался в том, чтобы заставить их поговорить друг с другом. Наоя спрашивает Саки, почему она ушла из дома, и она говорит ему, что чувствует, что Нагиса лучше ее. Она говорит, что хочет, чтобы Наоя сказал ей, чего он от нее хочет, потому что он всегда делает все сам. Наоя извиняется за свое поведение и говорит, что думал, что ему нельзя быть счастливым, прежде чем он сможет сделать счастливыми их. Это он предложил эти отношения, поэтому он думал, что это его ответственность сделать все, но теперь он понимает, что может зависеть от Саки и Нагисы. Он говорит Саки, что ему нужно, чтобы она больше улыбалась, но больше всего он хочет, чтобы они втроем остались вместе. Нагиса готовит ужин, чтобы отпраздновать возвращение Саки, и они вдвоем едят, пока Наоя спит, поскольку он не спал 3 дня. Пока они наслаждаются едой, Саки говорит Нагисе, что она ее соперница, но Нагиса говорит, что ей нравится Саки, и она хочет, чтобы они были друзьями. Саки тоже хочет дружить, поэтому предлагает начать совместные игры. Они начинают играть, но у Нагисы это очень плохо получается, хотя она играла в нее раньше. Саки очень счастлива, так как наконец нашла то, в чем она лучше Нагисы. Наоя просыпается и рад видеть, как девушки играют вместе. Нагиса говорит, что будет смотреть видео, чтобы лучше играть, поэтому он открывает видео автора по имени Мирика. Саки ненавидит Мирику, потому что она получает просмотры только из-за своей большой груди, хотя в игре она очень плоха. Наоя видит их школьную форму в одном видео и не думает, что она должна быть из их школы. В школе, когда они вместе обедают в спортзале, девушка видит их вместе. Наоя случайно говорит, что все они находятся в отношениях, и они умоляют ее никому о них не рассказывать, но девушка начинает их дразнить. Наоя даже предлагает ей 200 тысяч йен, чтобы она молчала, но она говорит, что за месяц зарабатывает больше, поэтому деньги ей не нужны. Нагиса понимает, что она та самая Мирика, поскольку у нее такие же глаза и большая грудь. Девушка пытается это отрицать, но случайно раскрывает им свою настоящую личность. Саки решает подразнить ее в ответ, и они соглашаются, что все будут держать язык за зубами, если она никому не расскажет об их отношениях. Наоя говорит, что даже если она всем расскажет о них, он не раскроет ее тайну, что заставляет Мирику понять, что все они очень хорошие люди. Она внезапно встает и говорит, что станет девушкой Наои, оставив всех в шоке. Нагиса говорит, что Мирика, должно быть, хочет, чтобы парень защитил ее от преследователей, теперь, когда ее личность раскрыта. Лицо Мирики краснеет, когда она пытается отрицать это, но не понимает, что она лжет. Она говорит, что подумала, что пришло время завести парня, и Наоя ей верит. Она говорит, что очень милая и хорошо зарабатывает, так что Наои с ней повезло. Она говорит, что все, что она рассказывала, это правда, но он не может с ней встречаться, поскольку уже встречается с Саки и Нагисой. Мирика не может поверить, что он отказался, и пытается завоевать его расположение, говоря ему, что ее грудь больше, чем у Саки и Нагисы. Но Наоя все еще отвергает ее, поскольку он хочет посвятить себя тому, чтобы сделать Саки и Нагису счастливыми. Мирика называет его глупым за то, что он отказался, и говорит, что она симпатичнее. Но он отвечает, что быть милым это не все, что имеет значение, и что если бы он начал встречаться со всеми, кто был милым, очередь никогда бы не закончилась. Наоя начинает игнорировать ее, разговаривая с Саки и Нагисой о том, что они будут есть на ужин. Услышав их, Мирика понимает, что они все живут вместе, поэтому она решает, что тоже будет жить с ним, и заставит его влюбиться в нее. Но Наоя отвергает ее идею, поскольку 2 человека не должны жить под одной крышей, если они не состоят в отношениях. На следующий день, возвращаясь домой после школы, они видят, что Мирика построила у них во дворе палатку и решила жить в ней. Мирика говорит, что не живет с ним под одной крышей, так что это не должно быть проблемой, и клянется заставить его влюбиться в нее. Наоя велит ей идти домой, так как ночью будет очень холодно, но Мирику, похоже, это не беспокоит. Ночью она лежит в своей палатке, потому что ей очень холодно, и ее страдания усиливаются, когда в ее палатку проникает насекомое. Наоя снова просит ее пойти домой, но она полна решимости, поскольку она начинает заказывать вещи, которые помогут ей выжить в палатке. Ее заказы будут доставлены утром, так что до этого времени ей придется дожить. Она потратила много денег на заказ этих вещей, поэтому, чтобы убедиться, что у нее не кончились деньги, она начала стримить. Она снимает куртку, что сбивает Наою с толку, и он спрашивает ее, почему она так легко одета.
Она говорит ему, что ей нужно показать свое декольте, поскольку все просмотры из-за этого. Она начинает заниматься спортом, чтобы согреться, и ей удается дожить до утра. Утром ей приходят товары, но теперь от всех упражнений от нее очень плохо пахнет. Остальные понимают, что она действительно не собирается уходить. Ночью Саки и Нагиса говорят о том, что им нужно что-то сделать, чтобы позаботиться о Мирике. Саки придумывает план. Они надевают купальники и идут к Наое. Они говорят ему, что все, что им нужно сделать, это приблизиться к нему и сделать его счастливым, чтобы Мирика его не беспокоила. Нагиса идет к нему, но подскальзывается и падает, и ее грудь приземляется на лицо Наои. Саки теперь пытается ударить его грудью, но она слишком мала и не может дотянуться до лица Наои. Топ Саки расстегивается, и Наоя смотрит на ее грудь, но она говорит, что все в порядке. Нагиса просит его тоже посмотреть на нее. Он начинает смотреть на ее тело, что смущает Нагису, и она называет его извращенцем. Women. Мирика теперь начинает готовить во дворе, поэтому он решает поговорить с ней и говорит, что не может встречаться с ней. Поэтому ей следует просто пойти домой. Он уже встречается с 2 девушками, поэтому вряд ли сможет встречаться с 3, но Мирику, похоже, это не волнует. Она не может смириться с тем, что ее отверг такой человек, как Наоя. Нагиса говорит ему, что им не следует пытаться вытеснить ее, поскольку неизвестно, на что способна такая упрямая девушка, как Мирика. Поэтому им следует просто попытаться со временем убедить ее уйти. Мирике нужно в туалет, поэтому она уходит. Наоя осознает эту возможность и призывает грузчиков забрать все вещи Мирики. Он собирается сообщить им свой адрес, но его останавливают Саки и Нагиса. Он спрашивает, почему они его останавливают, ведь если бы он был на их месте, он бы беспокоился, что может влюбиться Мирику. Саки и Нагиса говорят, что полностью доверяют ему и что он не влюбится в нее, поэтому им не следует выбрасывать вещи Мирики за ее спиной. Наоя благодарен за доверие, но говорит, что он очень безвольный, поэтому если он останется с Мирикой подольше, он может влюбиться в нее, поскольку она очень милая. Он говорит, что не хочет этого делать, так как хочет сделать Саки и Нагису счастливыми. Вот почему ему приходится выбросить ее вещи, прежде чем она вернется. Нагиса и Саки соглашаются помочь ему, и пока они складывают вещи Мирики, Наоя пытается отвлечь ее, чтобы выиграть немного времени. Он перехватывает Мирику и пытается тянуть время, но она улавливает его план и добирается до дома, пока Нагиса и Саки загружают ее вещи в грузовик. Она пытается остановить их, но Наоя держит ее, пока Нагиса и Саки продолжают складывать ее вещи. Мирика начинает кричать, что Наоя лапает ее, надеясь, что он ее отпустит, но он говорит, что ему все равно, и продолжает держать. Она говорит, что ее вещи стоят дорого, но Наоя обещает ей заплатить. Она лжет и говорит, что ему придется заплатить ей 1 миллион йен, надеясь, что он испугается и отпустит ее, но он обещает вернуть ей долг, даже если ему придется работать. Грузовик увозит вещи Мирики, Наоя дает ей записку, в которой говорится, что ей придется держаться от него подальше, пока он платит ей деньги. Он говорит ей, что не может встречаться с ней, поскольку это будет несправедливо по отношению к Нагисе и Саки. Она рвет записку и говорит, что не вернется домой. Когда приезжает ее отец, он пытается забрать ее обратно, но она отказывается и говорит, что живет в доме Наои. Разговаривая с Наоей и Мирикой, ее отец узнает, что у нее есть канал. Он собирается удалить ее канал, но Наоя останавливает его и защищает Мирику, говоря, что она не просто показывает свою грудь, но также усердно работает над своими видео. Он говорит ее отцу, что отныне он будет защищать ее, от чего она краснеет. Мирика говорит, что пойдет домой, чтобы о чем-нибудь подумать. Увидев выражение лица Мирики, Нагиса и Саки понимают, что она влюбилась в него. Нагиса и Саки сидят вместе и обсуждают, как им поступить, но ничего не могут придумать. Саки идет домой за одеждой, и ее мать спрашивает, спала ли она с Наоей. Лицо Саки краснеет, когда она отрицает это, что заставляет ее мать думать, что у Наои нет к ней влечения. Она отмечает, что хотя он и живет с такой милой девушкой, как Саки, он не предпринимает к ней никаких действий. Это заставляет Саки думать, что он слишком невинен, чтобы спать с ней. Затем Саки возвращается к Наое в костюме, пытаясь соблазнить его, но Наоя все равно отвергает ее, так как они обещали ничего не делать. Саки говорит, что если бы она была бы на его месте, она бы ухватилась за возможность переспать с милой девушкой в костюме кролика. Она толкает Наою вниз, в результате чего ее костюм соскальзывает. Он не дает ему упасть и хватает Саки за грудь, заставляя ее думать, что он пытается на нее напасть. Она начинает краснеть, бегая по комнате, называя его извращенцем, но он знает, что на самом деле Саки была очень счастлива. На следующий день Нагиса видит, что Саки в очень хорошем настроении и спрашивает ее, почему она так счастлива. Но Саки говорит, что ничего особенного не произошло и выходит на улицу прогуляться.
Нагиса находит в прачечной костюм кролика Саки и спрашивает Наою, случилось ли что-нибудь с Саки. Он говорит, что они ничего не делали, но Саки в костюме выглядела очень мило. Нагиса решает также сделать косплей для Наои и надевает костюм горничной. Наоя просит ее называть его хозяином, и когда она это делает, он поражается ее привлекательностью. Он время от времени просит ее быть у него горничной, что делает ее счастливой, и она просит его погладить ее по голове. Той ночью, когда они ужинают, Нагиса случайно называет Наою хозяином перед Саки, что повергает ее в шок. На следующий день в школе Мирика сидит возле класса и думает о том, как он защитил ее от отца. Она влюбилась в него, но пытается убедить себя, что это не так. Наоя выходит наружу, и Мирика пытается отвезти его куда-нибудь одного, так как ей нужно с ним поговорить. Саки пытается остановить ее, но Наоя соглашается пойти с ней. На крыше школы Наоя извиняется за то, что отверг ее, и чтобы загладить свою вину, раздевается до нижнего белья и просит Мирику сфотографировать его и выложить в интернет. Это заставляет Мирику задуматься, какой он крутой и вдумчивый. Она говорит, что отец всегда говорил ей, чтобы она получала хорошие оценки, иначе у нее не было бы будущего. Но ей хотелось что-то сделать для себя, и поэтому она создала канал. В каком-то смысле это защищало ее от отца. Несмотря на то, что ему нечего было получить, она очень ценила его помощь. Наоя говорит, что если это так много для нее значило, он рад, что помог ей. Мирика смущается и убегает от него, после чего говорит себе, как сильно любит Наою, что слышит Саки. Мирика навещает Наою в его классе. Саки это не нравится, и она говорит ей держаться подальше от него, но Мирика не обращает внимания на ее слова. Остальные ученики класса, видя, как Мирика разговаривает с Наоей, интересуются их отношениями. Мирика хватает Наою за руку и говорит всем, что у них серьезные отношения, а затем говорит, что просто шутит. Саки, видя, как Мирика хватает его, злится и хватает ее за грудь, говоря ей оставить его в покое. Саки просит Наою быть с ней все время, пока он в школе, чтобы Мирика не могла на него повлиять. Он думает, что Саки чувствует себя одинокой, поэтому она сказала ему остаться с ней, поэтому он крепко обнимает ее, чтобы утешить. Увидев, как он обнимает Саки, Мирика злится и выбегает из класса, говоря, что вернется. Наоя продолжает держать Саки, и даже когда урок начинается, он заставляет Саки сесть к себе на колени и говорит учителю игнорировать их, поскольку он пытается справиться с одиночеством Саки. Дома Нагиса говорит Саки, что она тоже хочет, чтобы ее обняли, тот, кого она любит. Наоя тоже предлагает ее обнять, но она говорит, что не хочет причинять боль Саки, которая возненавидит ее, если она обнимет Наою. Но Саки говорит, что она не такая уж мелочная. Саки собирается выйти из комнаты, чтобы они могли обняться, но Наоя останавливает ее и говорит, что хочет, чтобы она их увидела, потому что знает, что она будет волноваться, если они обнимутся за ее спиной. Саки наблюдает из другой комнаты, как он обнимает Нагису, что волнует ее. Ей стыдно за такой изврат, но она не может перестать наблюдать за ними. Затем Нагиса падает на землю, и Наоя идет ее поднять, что заставляет Саки думать, что они собираются сделать больше, чем просто обняться, и поэтому она вмешивается, чтобы остановить их. На следующий день Мирика следует за Наоей и Саки обратно в их дом и пытается проникнуть внутрь, но Саки останавливает ее. После того, как они входят в дом, Наоя говорит, что, по его мнению, Мирика привлекает его. Услышав это, Саки отводит Нагису в угол и рассказывает ей, что если Наоя узнает о чувствах Мирики, велика вероятность, что он тоже начнет с ней встречаться. Так что им стоит попробовать обмануть Наою. Саки говорит, что Мирике он не нравится, потому что он обычный парень, и ему просто повезло, что он понравился Нагисе и ей. Наоя спрашивает Саки, почему Мирика продолжает краснеть, когда она рядом с ним, поэтому Саки снова лжет ему и говорит, что у Мирики сильное желание, и она просто хочет того самого. Наоя говорит, что не знал, что у женщин может быть такое сильное желание, и спрашивает Саки и Нагису, было ли у них такое. Саки говорит, что чем больше размер груди девушки, тем чаще у нее будет такое желание, поэтому ее это не беспокоит, ведь у нее маленькая грудь. У Нагисы большая грудь, и это в некотором смысле говорит о том, что она должна сообщать Наое о том самом, и он постарается помочь ей, чем сможет. Нагиса соглашается на ложь Саки и благодарит Наою за заботу. На следующий день Мирика подходит к Наое в классе. Он извиняется и говорит, что думал, что она в него влюблена. Это заставляет ее смутиться, поэтому она хватает Наою за руку и выбегает из класса. Мирика отводит его на крышу школы, и за ней следует Саки и Нагиса. Мирика думает о том, как Наоя узнал, что он ей нравится. Когда Наоя извиняется перед ней, говоря, что по ошибке решил, что он ей нравится и что Саки сказала ему правду, Мирика, похоже, не понимает, что происходит, и спрашивает Саки, что она сказала ему, но та не отвечает. Наоя говорит, что теперь он понял, что она просто возбуждена. Мирика называет Наою глупым, раз он в это верит, но он говорит, что если это неправда, то почему ее лицо краснеет каждый раз, когда она находится рядом с ним. Она говорит, что простудилась, но Наоя с трудом ей верит.
Саки шепчет ему на ухо, что Мирике неловко признаваться в этом, поэтому Наоя делает вид, что верит в то, что она простужена. Он предлагает найти для нее парня, чтобы ей стало легче, но Мирика ударяет Наою, так как он все еще верит в этот бред. Мирика спрашивает Наою, что бы он сделал, если бы действительно нравился ей, и отвечает, что отверг бы ее. Мирика заставляет его вернуться в их класс и думает, что у нее нет никакой возможности заставить Наою влюбиться в нее. Вместо того, чтобы сдаться, она решает сделать все возможное, чтобы достичь своей цели. Саки и Нагиса уже в классе, и Саки говорит, что они наконец-то разобрались с Мирикой. Но Мирика снова приходит в класс и говорит Наое, что он ей нравится. Он не может поверить своим ушам и просит ее сказать это еще раз, что она неохотно делает. Она снова хватает его за руку и выбегает из класса, а Нагиса и Саки следуют за ними. Они идут в спортивный зал, где Мирика говорит, что с тех пор, как он спас ее от отца, он кажется ей привлекательным. Но Наоя говорит, что любой поступил бы так же. Наоя говорит ей, чтобы она сдалась, потому что у него и так полно дел, чтобы сделать Нагису и Саки счастливыми. Он снова предлагает найти ей парня, но ей нужен только он. Все время, которое она проводит в разлуке, она продолжает думать о нем и злится, когда думает о том, как он наслаждается временем, проведенным с Саки и Нагисой. Мирика целует Наою и говорит, что теперь ему тоже будет трудно не думать о ней. Перед уходом она говорит, что если он хочет, чтобы она была его девушкой, он должен бросить Нагису и Саки. Позже Нагиса, Саки и Наоя сидят вместе. Девушки в депрессии, вспоминая поцелуй Наои с Мирикой. Саки говорит, что она была его первой девушкой и хотела стать его первым поцелуем, но его украла у нее другая девушка. Нагиса тоже расстроена, ведь она сдерживала себя от поцелуя с Наоей, потому что Саки сказала ей, что она еще не целовалась с ним. Наоя спрашивает их, хотят ли они поцеловаться прямо сейчас, но обе отказывают ему, так как не хотят целоваться с ним, только потому что он хочет загладить свою вину перед Мирикой. Саки говорит, что первый поцелуй бывает только раз, поэтому, чтобы он запомнился, он должен быть в романтической обстановке, в отличие от его поцелуя с Мирикой, который был очень неожиданным. Наоя говорит, что теперь они должны попытаться стать еще ближе друг к другу и предлагает сходить на свидание, ведь до сих пор они этого не делали. Они соглашаются с его идеей, и Саки говорит, что для свидания они должны поехать на горячие источники. Как только занятие заканчивается, Саки говорит Наоя готовиться к походу за покупками для поездки на горячие источники. Подруга Саки, Шина, подозревает, что Наоя встречается с двумя девушками одновременно и пытается выяснить правду. Она говорит Наоя, что ей нужно поговорить с ним, но Саки отвечает, что они смогут поговорить после того, как вернутся с шопинга. Нагиса, Саки и Наоя отправляются в торговый центр, где Саки говорит Нагисе, что они просто отправляются на веселую прогулку и ничего не случится, но на самом деле она хочет поцеловать Наою. Мирика также следует за ними, чтобы выяснить, что происходит. Во время шопинга Нагиса думает о том, что эта поездка возможно сблизиться с Наоей и возможно она даже поцелует его. Она покупает мятные конфеты для свежего дыхания, чтобы подготовиться на случай, если настанет момент поцеловать Наою, но Саки покупает то же самое. Опа. Они обе понимают истинные намерения друг друга, и Саки говорит, что Нагиса не должна испытывать стыд, ведь она тоже девушка Наои. Саки признается, что пыталась одержать верх над Нагисой, когда сказала ей, что в этой поездке ничего не случится. Нагиса говорит, что Саки была первой девушкой Наои, поэтому именно она должна первой его поцеловать. Если Нагиса поцелует Наою раньше, она не сможет смотреть ей в глаза. Нагиса решает поддержать Саки в этой поездке, чтобы она смогла выполнить свою цель и поцеловать Наою. Они отправляются на примерку одежды, где Нагиса примеряет отстойную одежду, чтобы Саки выглядела хорошо. Она заставляет Саки примерить сексуальный наряд. Когда они уходят после шопинга, Мирика наблюдает за ними и узнает, что они отправляются на горячие источники. Втроем они отправляются в Хаконе, где Наоя начинает держать их за руки, чтобы не скрывать ни от кого свои отношения, пока они там. Они отправляются в гостиницу, где их уже ждет Мирика. Подруга Саки, Шина, тоже находится в гостинице и видит Нагису с Наоей и Саки. Она спрашивает их, не состоит ли Наоя в отношениях с ними, но Нагиса отвечает, что пришла сюда с Мирикой и случайно столкнулась с ними. Мирика не соглашается с ее ложью, но Нагиса угрожает раскрыть ее канал. В своей комнате Наоя и Саки пытаются найти Нагису, когда получают от нее сообщение, в котором говорится, что они не могут позволить себе быть замеченными вместе. Поэтому им двоим следует просто наслаждаться поездкой без нее. Но Наоя отказывается. Когда Мирика и Нагиса принимают ванну, Наоя подходит к Нагисе и говорит, что приехал сюда, чтобы быть вместе с ними, поэтому не может оставить ее одну. Но на Нагисе только полотенце, и она убегает в свою комнату. Оставшись наедине с Наоей, Мирика пользуется случаем и решает соблазнить его.
Мирика спрашивает Наою, что он чувствовал после их поцелуя, но с грустью отвечает, что он ничего кроме удивления не почувствовал. Она просит его остаться с ней, потому что хочет, чтобы он узнал ее получше. Он говорит ей нет и собирается уходить, но она останавливает его и умоляет остаться, говоря, что сделает все, что он скажет. Наоя дает ей 5 минут общения с ним, и пока они рассказывают друг другу о своей жизни, Мирика влюбляется в Наою еще больше. Через 5 минут Наоя уходит, но пробегая по крыше гостиницы, он подскальзывается и падает в ванну к Шина в одном лишь полотенце. Она думает, что он извращенец, но он говорит, что это случайность. Шина спрашивает Наою, состоит ли он в отношениях с Нагиса и Саки, но Наоя отказывается отвечать и говорит, что это их личное дело. Шина говорит, что Саки это не касается, ведь она из тех, кто согласится на отношения втроем, если кто-то будет ее умолять. Шина объясняет все недостатки отношений втроем и снова спрашивает Наою, встречается ли он с кем-то еще кроме Саки. Он не отвечает ей и пытается уйти, но Шина хватает его, в результате чего его штаны спускаются, и он падает на землю. Нагиса и Саки приходят, и увидев, что Шина лежит на Наое, Саки думает, что он занимается с ней тем самым. Они объясняют, что все это случайность. Тем временем Нагиса фотографирует Наою и Шина и говорит, чтобы она больше не задавала вопросов об их отношениях. Шина убегает, так как она полностью обнажена, и Нагиса тоже пытается уйти в свою комнату, но Саки и Наоя спрашивают ее, почему она не приходит в их комнату. Она отвечает, что не хочет, чтобы кто-то заподозрил их отношения, а также не хочет мешать Саки. Наоя удерживает ее, пытаясь убедить пойти с ними. Когда приходят другие девушки, Наоя все еще не хочет уходить, но его выгоняет Саки, которая теперь спрашивает Нагису, почему она так старается поддержать ее. Нагиса рассказывает, что у нее плохо получается все, что она делает, и она старается усердно работать, но когда она не получает результатов, ей становится очень трудно продолжать. Она пыталась найти что-то, в чем была бы хороша, но не смогла, и это заставляет ее чувствовать себя плохо по отношению к себе. Но ее жизнь изменилась, когда она встретила Наою. Во флешбеке мы видим, что впервые Нагиса увидела его, когда он получил отказ от Саки. Она узнала, что он делал Саки предложение каждый месяц, начиная с начальной школы, что заставило Нагису думать, что Наоя сумасшедший. Но увидев, какой он стойкий, она влюбилась в него. Когда они поступили в одну школу, она сначала думала отказаться от него, так как он любит Саки, но решила продолжать добиваться его, как он добивается Саки. Она начала заниматься спортом и учиться готовить, продолжая упорно трудиться, хотя поначалу ей это удавалось с трудом. Нагиса говорит Саки, что Наоя спас ее, поэтому отношения с ним ее мечта, и она сделает для этого все, что угодно. Даже если это означает, что придется отойти на второй план и быть вторым вариантом в этих отношениях. Она просит Саки ничего не говорить об этом Наои, но он уже все слышал. Он подходит к ней после того, как она выходит из ванны и говорит, что несмотря на то, что она была плоха во всем, она все равно не должна сдерживать себя. Нагиса понимает, что он слышал ее разговор и в смущении убегает от него. Саки и Наоя начинают преследовать ее, и они пробегают мимо Мирики и Шину, которые тоже начинают бежать за ними. Наоя продолжает уговаривать ее не отступать. Она твердит ему, что если быть его вторым вариантом это то, что нужно для отношений с ним, то она с радостью это сделает. Она боится, что в противном случае Саки может надоесть это соглашение. Но Наоя уверяет ее, что никогда не оставит ее одну. Он говорит, что если она счастлива быть вторым вариантом, то он не возражает против этого. Нагиса говорит, что хочет быть номером один с ним, но не будет этого делать, если это поставит под угрозу их отношения. Наоя догоняет ее и говорит, что она и Саки для него вариант номер один, и если кому-то из них придется сдерживаться, чтобы отношения сложились, то он не выполнит обещания, которые дал им. Остальные также догоняют их, и Шина спрашивает Нагису о ее отношениях с Наоей. Нагиса все рассказывает и целует Наою в щеку и говорит Шина, что она его девушка. Видя это, Саки говорит, что если Нагиса решила бороться с ней за любовь Наои, то она с радостью встретится с ней лицом к лицу. После того, как они возвращаются домой, Шина приглашает всех троих к себе и просит их объяснить ситуацию. Наоя рассказывает, как он влюбился в Нагису, поэтому предложил отношения на троих, которые приняли и Саки, и Нагиса. Он говорит Шина, что думал о трудностях, которые она упомянула в таких отношениях, поэтому решает рассказать об этом маме Саки. Но Саки не хочет этого и отказывается. После того, как они втроем уходят, Шина думает о том, что тоже любит Наою, но не может ничего сделать, потому что он парень ее лучшей подруги. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.